привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить костюмчик. Непосредственно буду показывать вам вот такой топ-блузку. Брючки уже в готовом виде покажу, потому что брючек на канале у меня очень много, и технология обработки везде одинаково. Отличаются они только тем, что они похожи на бананчики. Спереди и сзади маленькие 7-миллиметровые выточки вниз. И все. А так они ничем не отличаются практически от базовой конструкции. Небольшая свобода, чуть больше. Все. Значит, останавливаемся на топе. Шить мы будем из атласа. Смотрите, какой шикарный атлас. Почему остановились на этом атласе? Ну, во-первых, он очень дорогой, и на него была скидка. И вот такая жесткая фактура у него позволит держаться красивому рукаву. Вот, а рукав будет в виде оборок и напоминать будет цветок. Моделирование с одной стороны простое, а с другой стороны не очень. С чего начинаем? Спереди он смотрится так. Здесь драпировка по переду, по спинке драпировки не будет средний срез и выточки. Вот, все это будет практически в обтяжку по фигуре. Ну а рукав пообъемнее, как у меня получится. Начинаем с того, что берем базовую основу до линии бедер. Это спинка, шью не для себя. Значит, это спинка, и перед мы переснимаем вот в таком варианте. Значит, скос по плечу будет слева, вернее справа налево. Вот так. Моделирование спинки сделаем после того, когда уже смоделируем полочку, потому что здесь достаточно будет только срезать, и все, больше ничего. Вверху, вот здесь. Значит, с чего я предлагаю начать моделирование? Ну, в первую очередь, вот здесь, так как это топ в обтяжку, нужно, конечно же, выбрать от плеча где-то сантиметр 0,7. Но это определяется на примерке, так как я уже примерила приблизительно, понимаю, вот таким образом. И нужно понимать, где будет драпировка, на каком расстоянии. И я думаю, что драпировка у меня будет, я временно сейчас закрою одну выточку, перенесу ее, вот, и покажу, начерчу место расположения. Ну, может быть, и так соображу. Одна драпировка точно будет вот здесь. Здесь 4 сантиметра. Ну и давайте здесь тоже на расстоянии 4 сантиметра сделаем драпировку. Сейчас я нанесу линии, расскажу все расстояния и обязательно все покажу. Приблизительно нарисовала, как она будет выглядеть. Срез. Вот это правильно. И вот сюда. Здесь у нас остается выточка. И вот здесь вот центр груди. Теперь от этой линии отступаем на 4 сантиметра. Вот здесь 4. И через центр груди я провожу выточку. И вот эту выточку тоже свожу всю в эту выточку. То есть я сейчас разрезаю и закрываю вот эту выточку. Она нам не нужна, вот эта выточка. Вот. А вот эту выточку я закрываю и временно открываю в эту сторону. Разрезаю здесь. И разрезаю здесь от плеча. Вы эту линию можете делать неровно, а, например, вот под таким углом. Пожалуйста, это по вашему желанию. Я поэтому вот так и режу. И хочу попасть в линию талии. Вот. Теперь выточку эту закрываем. Чем угодно. Я скотчем.
И первая складочка, получившаяся при закрытии выточки, у нас образовалась. Вот. Теперь дальше нам нужно закрыть вот эту выточку или ее перевести также в параллельную линию. По идее, я хотела бы, чтобы следующая складка начиналась вот отсюда. Поэтому перед этим закрываем эту выточку, а потом откроем. Значит, сначала я положение рисую, ну где-то вот так. Вот так. Теперь выточку эту временно закрываю, а потом открою. Разрезала сюда, это временно. Теперь должна скорректировать эту линию. Эта линия должна быть более красивая. Я сейчас вот так переверну, и ее нарисую красивее. Наверное, вот так. Вот. И все эти выточки мы сейчас будем сгонять. Значит, закрываем, заклеиваем. Вот здесь образовался уголок, вот он. Его тоже нужно срезать. Вот так. Теперь обязательно и здесь еще мы разрежем, чтобы эту выточку потом закрыть. Разрезаем. Вот что получается на этом этапе. Теперь здесь я просто линию нарисую и с той стороны разрежу выточку, а ту выточку закрою. Вот что получается. Вот. Эта выточка нам никаким образом не помешает. Эту выточку мы тоже сейчас закроем. Сначала закалываем. Вот такая конфигурация получается. Видите? И я еще хочу закрыть эту выточку. Я подумала и решила, если топ будет до линии бедер, то эти выточки в любом случае нужно будет делать, чтобы все аккуратно прилегало. И вот этих выточек будет достаточно. В любом случае посмотрим. Вот, что нужно сейчас сделать. Я выделила выточки, образовавшиеся на плече. Вот, и их нужно теперь сложить, так как они будут лежать, и отрезать по плечевому. Для того, чтобы это сделать правильно, нужно доклеить сюда бумагу, вот так. Здесь будут вот такие изгибы. Я сейчас за камерой все сложу и покажу вам. Складываем выточки, как я уже сказала, и прорисовываем новое плечо. Вот. И теперь только отрезаем это плечо. Вот что получается, то, что я говорила. Вот. И теперь касаемо спинки, при сложенном состоянии нить основы идет вот. А в разложенном, естественно, она под углом. Теперь нужно спинку уложить, выровнять плечо. Тут у нас плечо уравниваем и тоже под тем же самым углом отрезаем.
И вторую спинку продлеваем сюда. То есть я сейчас приклею еще один кусочек спинки, чтобы показать, как это должно выглядеть. Будет спинка, состоящая из двух частей. Я не могу убрать средний шов, потому что по талии, посередине прилегание. Сейчас выкрою еще одну спинку. Вот выкроила спинку, уложила по среднему срезу. И теперь рисую так, как я вижу. На самом деле это проще делать на человеке. Ну, где-то так. Здесь пройму мы тоже опускаем на сантиметр. И где-то вот, и я сейчас это все отрезаю. И будет две детали, одна, они будут несимметричные. Так будет выглядеть спинка из двух несимметричных деталей. Детали все переда и спинки выкраиваю. Соединяю по боковым. Стачиваю выточки. Обязательно примерка уточнения. И я сделаю несколько вариантов рукавов. Какой нам понравится, о том я вам и расскажу. Какой мы будем кроить сюда рукав. Пока так. Выкраиваю костюмчик. И вот когда дошла до топа, мне пришла мысль, а почему, если ткани мне хватает, не разложить деталь переда по косой. И вот я принимаю решение по косой вот таким образом. И тогда вот эти выточки не понадобятся. Здесь красиво ляжет ткань. Вот, только вот смотрите, это изнанка. И если я так покрою, то у меня будет с левой стороны на плече. А мне нужно, чтобы было с правой стороны. Поэтому выкройку надо перевернуть. Вот так. И выкраивать именно вот так. Детали выкроили. Обработали оверлоком боковые. То же самое сделали со средним швом. Стачали выточки. Обработали также боковые. И на это место я вшила молнию. Обычным способом, отступая от низа, где-то сантиметров 1,5, здесь вот так завернется краешек и хорошо обработается. Вот молния блестящая, так выглядит с лица. И вот здесь я поставила закрепки. Сверху строчки не будет. Она пришита практически как потайная. И теперь вот здесь вот в край обрезаю молнию. Вот. Теперь наша задача еще стачать плечевой, заложить складки. Сейчас покажу, как выглядят складки по косой. Смотрите. И выточки по переду не нужны, как я и планировала. Вот. И для того, чтобы выкроить непосредственно рукав красивый, нужно сначала, я решила обработать все участки, за исключением вот этого узла. К нему мы вернемся в самую последнюю очередь. И для того, чтобы обработать срез косой по переду и по спинке, здесь нужно вырезать обтачку. Обтачку ее обязательно продублировать. И когда пришивать обтачку, нужно немножко припосаживать вверх, чтобы он не растягивался. Так выглядит с лица, так выглядит с изнанки. Низ я тоже обработаю оверлоком. И край просто заклею, чтобы не было никакой строчки. Вот, но может быть потайным стежком еще. Решу еще. Что я сейчас делаю? Делаю обтачки. Расстегиваю молнию до конца. Она разъемная. Вот, очень удобно вырезать обтачки. Укладываем обтачку. Основа идет вот так у обтачки. Вырезаем сантиметра 4 по переду
и сантиметра 4 по спинке. Края обтачки обрабатываем вот здесь на молнию, как обычную обтачку, ничего особенного. На данном этапе я обработала обтачкой скос плеча, изнутри термоткань, я вот такую использовала. Вот. И потом еще посажу ее на клеевую паутинку. Пока не растрачивала, потому что если все сядет хорошо и будет в обтяжку, как я хочу, тогда еще отворачиваю в сторону, даю строчку по обтачке в край. Вот здесь, кстати, нужно хорошо разутюжить вот эти вот все места. Но у меня еще будет одна примерка, поэтому я сильно не выутюживаю. Значит, как обрабатывать буду вот здесь, в уголочке. Сейчас. Обтачку заутюжила вовнутрь, вот так. И либо вручную, либо изнутри, вот так стачаю уголочки. И потом выверну. А эти краешки обрежу и тоже обработаю на оверлоке. Я просто посаживала, поэтому обтачка моя чуть больше. За счет того, что припосаживала скос плеча. Вот. На данном этапе я сейчас приступаю к моделированию и построению рукава, о чем вам и буду рассказывать. Вот эта пройма имеет большое значение. Она вам нужна. Поэтому я на данном этапе ее не стачиваю по боковому. Итак, приступаем к моделированию рукава оборки в виде цветка. Ну, как кто его хочет назвать. Вот я положила лист бумаги для того, чтобы вам было видно. И смысл такой. Нам нужно с длиной окружности, вот которая по пройме, то есть мы замеряем длину проймы вот так. Замеряем. В моем случае получается 44. И нам нужно нарисовать круг с диаметром 44. Вот такая идея. Вы можете с самой проймой это сделать. Можете начертить прямую линию, потом превратить в круг. Я сделаю проще. Я вот как замерила, так и нарисую себе круг. Вот так. Где-то по центру листа приблизительно распределяете и рисуем круг. Потом аккуратненько выровняем его. Нам нужны ориентиры. Вот так. Надеюсь, это видно. И теперь относительно рисуем себе тоже серединки. Так как мы будем увеличивать радиус, страшного ничего не произойдет. Значит, 17 где-то сантиметров можно замерить. Ну вот ровно до конца. Вот так. Относительно круга мы делаем еще круг диаметром 17 сантиметров. Вот что у меня получилось. Диаметр здесь 14 сантиметров. Вот. И здесь 17. Теперь нам нужно все это вырезать. Для чего? Здесь я намечаю линию плеча, вот эта точка. И от этой линии 2 сантиметра сюда, 2 сантиметра сюда у меня будет встречная складка. На расстоянии где-то 1,5 сантиметров и еще, но это уже определяйтесь сами, я напишу, что 1,5, будет еще одна складка. Вот так. И для того, чтобы получились складки, естественно, нам нужно раздвинуть. Раздвигать я буду где-то на 4-5 сантиметров в одну и в другую сторону. То есть я сейчас разрезаю по вот этим участкам и раздвигаю. Вот здесь будет боковой. Боковой срез войдет в шов самой блузки. И бумагу я сейчас вот таким образом вырезаю, раздвигаю, все буду показывать. Девочки, и еще вы можете в конфигурацию
оборки менять. Она может быть разная. Может быть здесь уже, сюда, например. Это по желанию. Вот так. Немножко на низ сходить, чуть-чуть. Это тоже возможно. Но именно в точке плеча у меня должно быть 17 сантиметров. Вот я вырезала. Так это выглядит. Теперь разрезаю посередине. Вы можете здесь линию нарисовать. Чтобы было удобнее относительно нее приклеивать. Ну, например, вот так. Отступаем от этой линии в сторону 5 сантиметров. И сюда тоже 5 сантиметров. Например, нарисовать эти линии. И уже приклеивать на это место. Так будет удобнее. Здесь 5 и здесь 5. Опять же, это все очень-очень относительно. И теперь приклеиваем на этот участок бумагу. То есть складку встречную мы с вами сделали. Это только по центру. Теперь нужно сделать складку чуть-чуть дальше. Значит, здесь и здесь. Почему вам кажется, что такая большая складка? Она же будет складываться пополам еще. Вот смотрите, у нее еще есть посередине. Она же бантовая, поэтому здесь вот образуется, но здесь мы потом обрежем. То есть она бантовая. Теперь нам нужно разрезать дальше, вот здесь. И разрезать мы будем под углом, так как лучики солнца идут. Разрезаем дальше и точно так же раздвигаем на такую же величину. Что важно, когда вы отрезали, вот так нарисовать небольшой радиус и уже по радиусу откладывать вот эту величину в размере 10 сантиметров. Вот так. И уже относительно этого мы будем приклеивать, вернее 5 сантиметров, извините, я запуталась, 5 сантиметров. 5 сантиметров. И теперь относительно этого приклеиваем другую часть. Вот так. То же самое можно повторить в другую сторону, а можно просто продублировать симметричность. Все будет очень симметрично. Вот еще одна складка образовалась. Мы ее и скругляем. И тоже по центру можем нарисовать. И то же самое делаем в другую сторону, а потом складочки сложим и вырежем вот здесь ровненько. Заготовку я сейчас сложила пополам, чтобы показать вам, что можно просто разрезать вот здесь посередине, здесь поставить тросичку и работать с одной половиной. Вот о чем я непосредственно хочу сказать. Я именно так и сделаю. Вот. А вам советую, вот смотрите, раздвигать еще в сторону. Здесь аккуратно вот так выровнять край, чтобы он был ровненький. И чем круче вот этот радиус будет у вас, вот эту часть нужно теперь разворачивать в сторону, тем красивее будет лежать рукав. Вот, я сейчас разрежу вот здесь. Напишу, что здесь сгиб. Отложу в другую половинку, чтобы она мне не смущала. Выровняю вверх. И уже буду работать с этой половинкой. Естественно, как мы достигнем того результата, который хотим, вот этот край сложим все складочки по намеченным линиям и его выровняем. Вот, я продолжаю раздвигать. То есть вот это была у меня первая раздвижка, вот это была вторая раздвижка, вот она. И я все-таки еще хочу раздвинуть
где-то вот здесь. Тоже на те же самые 5 сантиметров. Разрезаю и раздвигаю. Выделю вам сейчас другими цветами там, где я раздвинула. Для того, чтобы более экономно использовать ткань, я решила вот уложить их друг напротив друга. И вот эту разницу посередине расширить, девочки. Так, мне кажется, будет лучше. Вот так. Так, чтобы вот здесь совпало. Так как этих кружков нужно 4, 2 оборки, они двойные. И каждая будет обязательно дублироваться. Я сейчас прикалываю, и вот это расширение в каждую сторону у меня будет по 5 сантиметров. То есть посередине будет самая глубокая складка. И вот в таком варианте будет самая экономичная раскладка. Вот, приклеиваю и заполняю. То есть у меня будет вот еще одна складка, но она будет крупней. Вот так. Теперь я складки заложила, те, которые мы запланировали, и вернули в искомое положение. Теперь нам нужно четко обрезать вот эти все участочки лишние и по верху в том числе сделать их ровные. Все это обрезать. И здесь тоже. Вы можете на ткани оставлять припуски и потом точно так же, вот как я сделала, уже выравнивать ткань, чтобы вам было понятно. Вот это изначально тот радиус 14 сантиметров, который мы планировали, но получается он, видите, вот такую непонятную форму. И это очень важно. Советую вот здесь оставить больше, заложить складки, а потом только их вырезать. Выкраиваем 4 детали, обрабатываем их по верху, обязательно внутри все рассекаем, заутюживаем все края и собираем складки. Хочу показать вам еще варианты моделирования красивого рукава. Чем больше мы загнем, тем интереснее у нас получится. И если эту часть взять как переднюю, вся красота по переду, то я еще раздвинула. Смотрите, вот так. И получилось очень-очень симпатично. И скорее всего так и буду вырезать. Но это вы сами решаете, как вам удобно. Все зависит от самой оборки, от ширины, высоты. Вот. Но вы можете ее еще немножко порезать и поиграться на ткани. Знаю точно, что так будет еще красивее закручиваться рукавчик. Итак, я уже произвела примерку. После примерки мы пришли к решению, что будет одна оборка. Оборка обтачена вот здесь, с внешней стороны. И я подумываю вот этот край тоже обработать изнутри, чтобы было красиво при настрачивании. Эти складки я заложила соответственно тем складкам, которые и планировала. Вот. Что нужно сделать после всего этого? Значит, я распарываю полностью складки, подлажу изнутри, то есть выворачиваю. Здесь она все продублирована внутри, чтобы было жестко. Вот, и изнутри обрабатываю эту оборку. Хочу показать вам топ. Вот топ собран. С этой стороны шита молния. Со стороны изнанки будет подклеена паутинка, обработана на оверлоке, чтобы не было никаких строчек, просто будет подклеена паутинка изнутри. Вот так это все выглядит. Значит, со стороны другой обработана просто обычной обтачкой. Сейчас я выверну наизнанку. То есть обтачкой обработана полностью скос по плечу.
вот так. И точно так же здесь закреплено по линии плеча обтачка. И здесь я закреплю. То есть они все проклеены клеевой. И, конечно же, расстрочены. Здесь тоже будет закреплено по боковому. И изнутри топ выглядит вот следующим образом. Теперь наша задача довести до ума и пришить. Вот здесь у меня линия есть. Пришить оборку по краю. Пришиваться оборка будет, край будет обработан. И вот так пришито. Здесь обработано, и здесь тоже будет обработано. И оборочка будет торчать. Итак, я оборку вывернула наизнанку. И теперь 5 миллиметров строчку даю по всему краю. Вот, и оставляю маленький участок для выворачивания, для того, чтобы вывернуть ее на лицо через это отверстие, где-то по центру. Вот, и обязательно нужно рассечь, чтобы ничего не затянуло. Все, костюм готов. Костюм называю, потому что помимо топа я еще шила брюки. Так выглядит топ, посмотрите. Вот я пришила оборку по краю. Внутри это выглядит вот так. То есть обработанный край. Очень сложно было здесь пришивать. Очень сложно. На свободном ходу. Здесь в свободном ходу вот эти вот оборочки. С этой стороны молния. Вот. И, конечно же, вы увидите на модели полностью костюм. Но представить можно это вот так. Вот так. На манекен не садится. У меня 46 самый минимальный. Это 44 размер топа. На мой взгляд, красиво. Сейчас покажу брючки. Значит, к этому топу еще будет пояс под брюки. Топ может заправляться. Длинный пояс кушак. Вот. Расширяющийся к низу. Длина пояса где-то 2,80. И сейчас покажу брючки, которые я сшила. Так выглядят брючки атласные, бананчиками. Вот здесь выточки, карманы. В виде обтачки пояс, застежка на крючок. Очень славные брючки получились. Вот. И еще я решила дополнить желание заказчицы, когда вот здесь одевается топ, то еще хочется чего-нибудь. И вот на булавку еще чего-нибудь, вполне возможно, будет роза, но это не точно. Роза обычным способом делается. Это уж я точно рассказывать не буду. Как-то так, девчонки. Шить было непросто атлас. Очень сложно, не для новичков такая работа. Но все же пробуйте, дерзайте, и у вас обязательно все получится. Всем удачи!